Всем привет-привет. Девочки, скажите, пожалуйста, как меня слышно, как меня видно, все ли хорошо. Надеюсь, звук хороший, видно меня тоже, надеюсь, хорошо. Если вдруг что-то как-то вам там не очень хорошее качество воспроизведения, то в верхнем правом углу есть три кнопочки, на которые можно нажать, и там есть такое, как бы, выбрать другое, и там можно выбрать уже разрешение такое, которое вам, ну, как бы получше будет видно. Итак, насколько я поняла, именно с этими наушниками все-таки, ну, когда я начала вести прямые эфиры, скажем так, именно с этими наушниками, то вроде бы вопросы по поводу звука отпали. Поэтому веду прямой эфир в этих наушниках. Девчонки, всем большой-большой привет. Очень вас всех рада видеть. Так, Ксения, все ок. Спасибо большое. Итак, девочки, сегодня у нас такая тема, как реверсивный стемпинг именно гель-лаками. То есть мы отпечатываем рисунок, стемпинг рисунок с пластины, но раскрашиваем его при помощи гель-лаков. Обычных гель-лаков. Сегодня я покажу, что для этой техники подойдут любые гель-лаки, абсолютно с любой консистенцией, абсолютно с любой пигментацией. Конечно, лучше, если у гель-лака хорошая пигментация. Но, как мы знаем, в любом случае она заметно, скажем так, уступает специальным лакам для стемпинга, либо специальным гель-краскам для стемпинга. Тем не менее, такая техника тоже возможна, хотя очень многие, скажем так, невозможно раскрашивать, ну, то есть делать реверсивный стемпинг именно гель-лаками. Сегодня давайте мы все эти мифы, как говорится, разобьем, потому что, мне кажется, в стемпинге все возможно. Почему я пришла к этой технике? В моем понимании, конечно, легче, проще. Я ни в коем случае никого не стараюсь вот в этом прямом эфире склонить к тому, что вот давайте-ка мы все перейдем на реверсивный стемпинг гель-лаками. Нет, вам как удобно, так вы и работаете. Единственное, со своей стороны я хочу показать, что и так можно. То есть такой вариант тоже возможен. То есть можно раскрашивать стемпинг и гель-лаками. Да, есть определенные нюансы, есть определенные моменты. Сегодня мы разберем с вами все ошибки, на все посмотрим именно в прямом эфире, в реальном времени. То есть вы сами это все будете видеть. И если вдруг у вас по ходу действия будут возникать какие-то вопросы, пожалуйста, пишите, и я обязательно на них отвечу. Ну, может быть, буду останавливаться и отвечать на вопросы во время прямого эфира, но вы знаете, я уже это неоднократно говорила, если я делаю что-то руками, то мне сложно. Так вот, реверсивный стемпинг, техника очень, на мой взгляд, крутая, она очень, скажем так, э, пользуется спросом, но именно у клиентов, я имею в виду. И сейчас, так как стемпинг сейчас активно развивается, эта техника, она немножко, знаете, вот как-то застряла. Ну, то есть вот как стали говорить все, что нет, нельзя на прозрачном штампе раскрашивать гель-красками. И все, и все про это забыли. Меня это никогда не останавливало, то есть для меня было всегда что? Главное, прозрачный штамп, потому что хороший обзор, но при этом также, конечно же, есть определенные плюсы, есть, конечно, и минусы, но тем не менее, я считаю, что раскрашивать гель лаками намного комфортнее, намного, ну, удобнее, если, конечно, все это сделать правильно. Итак, не буду долго, в общем, вас мурыжить и затягивать. Так, Наталья Бахмутова, здравствуйте, здравствуйте, Наталья, спасибо большое, что поделились. Огромный привет Швейцарии. Елена Мюнхен, это из Германии, мастер ногтевого сервиса. Также у Лены есть свой канал на Ютубе. Пожалуйста, проходите. Она очень заинтересовалась стемпингом в последнее время. У нее также очень много видео на эту тему. Девочки,
Если вам не сложно, пожалуйста, напишите, с каких вы городов, с каких стран, буду вам очень признательна. А я пока переключаю камеру, то есть вот у меня такой штативчик, переключу камеру, и мы с вами начнем. Так, вот если вот так вот это будет, хорошо вам видно? Так, немножко сейчас подвину. Угу. Вот, видно хорошо? Или немножко, ну, не знаю, приблизить я уже, наверное, не смогу. Привет из Греции. Здравствуйте, здравствуйте, Греция. Или немного отдалить. Как вам видно саму картинку? То есть вот в таком формате я буду стараться, ну вот, в видимой части все делать, но тем не менее. Итак, реверсивный стемпинг. Значит, мы отпечатываем рисунок на пластину и раскрашиваем. Но давайте сначала я хотела бы вот в чем разобраться. Вот смотрите, у нас есть два листочка. Например, вот, как вот такой вот. Видно, да, надеюсь? И вот видите, рисунок, в принципе, у него есть контур. Центр особо не забит ничем, да, то есть гравировки по центру листка нет. То есть у нас есть контур. Раскрашивать, конечно, можно раскрасить и такой рисунок. Но вот давайте посмотрим на вот этот вот листок. У него есть контур, и у него внутри есть вот такие вот прожилки. И давайте разберемся, в чем разница. Например, вот такой вот рисунок. Возьмем вот такой рисунок. Сейчас вот все буду делать при вас. Девочки, все буду делать при вас, чтобы вы тоже все это видели. Берем вот этот вот рисунок. И отпечатываем. Вот смотрите, этот рисунок на самом деле в технике реверсивный стемпинг особо раскрашивать, ну, на мой взгляд, зачем? Представим, что это ноготок. Берем гель краски и просто раскрашиваем прям поверх. Ну, согласитесь, так намного удобней. И, ну как, удобнее, быстрее, да, и все такое прочее. Но заметьте, мы закрашиваем именно центральную часть. И, соответственно, если, например, по центру рисунка есть какие-то прожилки либо что-то, то их уже видно особо и не будет. Можно, конечно, использовать также в этой технике и витражные гель-лаки. Это тоже возможно. Вот таким образом. Вот все, раскрасили рисунок в лампу, так как мы использовали гель-лаки, в лампу, и вот вам, пожалуйста, раскрашенный стемпинг. Это техника раскрашенный стемпинг. То есть это просто мы отпечатали рисунок и сверху раскрасили. То есть такие контурные именно вот рисунки, ну вот как я показала, у которых есть просто контур, лучше делать именно в технике раскрашенный стемпинг. Так, ну давайте... Теперь мы вернемся именно к вот этому листку. Этот листочек лучше все-таки раскрасить с внутренней стороны, так чтобы на лицевой стороне у нас вот эти вот прожилки остались. Именно поэтому эта техника, в принципе, и называется реверсивной, от слова реверсус, да, то есть обратная сторона. Также хочу показать, что гель-лаки я использую. Вот, пожалуйста, от Born Pretty зеленый. Обычные гель-лаки разных фирм. Желтый от Гелайк, пожалуйста. У них разная консистенция, у них разная пигментация. Оранжевый от Beauty Lux. Просто я на палитру уже. И азур, да, красный. Абсолютно любые. Вот этот зеленый, например, от Bon Pretty, он не особо пигментирован от слова совсем, но он тем не менее. Они разные по своим свойствам. Например, Beauty Lux, они более кремовые. Gel Like, они такие немного жидковатые все равно, да, гель-лаки.
Атазур тоже, то есть абсолютно любые гель-лаки, абсолютно. То есть мы совсем не, а, скажем так, не привязываемся ни к какой торговой марке, от слова совсем. Теперь переходим именно к вот этому рисунку. Сейчас я его, наверное, 3 раза, да, отпечатаю, подготовлю просто штампики. Вот все штампы, вот вы видите, все штампы прозрачные. Наверное, сейчас я вот покажу. Давайте возьмем вот штампик прозрачный, он абсолютно прозрачный. Ну, то есть вот вы видите. И попробуем на штампе просто раскрасить гель-лаками. Что у нас получится? У нас гель-лак, так, как вам показать-то? Вот. Вот видите, он начинает на подушечке, это прозрачная силиконовая подушечка. Видите, гель-лак, он скатывается. Именно по этой причине многие мастера, многие преподаватели, они так и говорят, утверждают, что реверсивный стемпинг раскрашивать гель-лаками не вариант. Для того, чтобы убрать, например, вот очистить штамп, вот сейчас, вот видите, я нанесла гель-лак. Для того, чтобы очистить его, я, например, рекомендую не использовать никакие агрессивные жидкости. Просто помещаем вот сейчас этот штампик в лампу на 10 секунд, буквально. Можно там и поменьше, на 10 секунд. Вот. И теперь спокойно скотч очистили. Все, ничего не осталось. Сейчас я покажу вам разницу. Вот тот же самый гель-лак. Ну вот, к примеру, да, вот испачкали мы вот так вот штампик. И вот видите, он опять скатался благополучно. Ну, то есть вот раскрасить очень сложно. Мы сегодня с вами все, я просто сейчас поэтапно рассказываю для того, чтобы у вас в дальнейшем не возникали вопросы. Вот смотрите, и вы, например, сейчас возьмете скотч и начнете очищать штамп. И будете делать это много-много раз. Гель-лак, что тоже может где-нибудь что-нибудь испачкать. Поэтому штампик мы очищаем от гель-лаков, от гель-красок. Штампик мы очищаем сначала, мы заполимеризовываем материал, а затем уже просто очищаем липкую сторону скотча. Итак, отпечатывать рисунок. Отпечатывать рисунок, конечно, можно гель-лаками. У меня на эту тему есть также прямой эфир. Но все-таки для меня и для многих проще отпечатать рисунок обычными лаками для стемпинга. Что мы сейчас и делаем. Я отпечатаю вот этот листок. Я просто сделаю 3 отпечатка. Да, это тоже вот показывала в прямом эфире, что не обязательно. Так вот, ну это тоже мы, ладно, уберем. Не обязательно после каждого снятия рисунка чистить пластину. Убрали. Вот у нас есть 3 отпечатка, убираем лишнее. Я вот где-то делаю, вы можете использовать, конечно, ролик, но я всегда использую большой и маленький скотч. Мне так привычнее, скажем так, я уже к этому приноровилась, мне так проще. Кто-то использует ролик для одежды, это тоже возможно, конечно же. Если вам удобно, роликом делается это роликом. Так, мы с вами увидели то, что гель-лак на прозрачном штампе скатывается. Что нужно сделать, чтобы он не скатывался? На моем канале есть видео, называется оно «Новая техника». И там мы с вами делали на прозрачном штампе подложки при помощи
топов, которые не смазывают стемпинг. Сегодня я вам покажу технику вообще без подложки. То есть у нас получится все вообще без подложки. Ну, вот это вот гель-лак начнет скатываться. Что же нам нужно сделать для того, чтобы он не скатывался? Мы берем клей для фольги. Обычный клей для фольги, который сохнет на воздухе. На Алиэкспресс он стоит, я не знаю, там, наверное, 100 рублей. К нам, кстати, присоединилась Nail Corner Кайра. Это Ксюша, тоже блогер. Привет, привет, Ксюша. У Ксюши тоже вот свой канал на Ютубе. Это мастер ногтевого сервиса из Египта. И я буду, конечно, тоже, я смотрю ее с удовольствием. Очень чистые маникюры у нее, прям завидую. Девочки, проходите, также смотрите. Итак, значит, обычный клей для фольги. Чем жиже клей по консистенции, тем лучше. Почему? Потому что нам большого какого-то обильного толстого слоя этого клея для фольги абсолютно не нужно. Абсолютно не нужно. Вот посмотрите, я очищаю сейчас вот кисточку. Прям, я не знаю, вот на кисточке прям можно сказать, ну вообще минимальное количество материала. Что мы делаем? Как правило, кисточка вот в таких средствах, ну, во-первых, оно дешевое, во-вторых, оно из Китая, в-третьих, наверное, тут просто не подразумевается какая-то мягкая кисть. И кисточка тут очень дубовая, поэтому я просто вот таким образом прохожусь прям по поверхности штампа с рисунком, да, рисунок мы уже отпечатали. Вы видите, что клей для фольги, он немного скатывается на подушечке. Ничего страшного абсолютно. Вот таким вот. Чем больше скатывается материал, тем, скажем так, просто много самого материала на кисточке. Чем меньше на кисточке, тем меньше будет, собственно, и скатываться. Ну вот, он немножко подсыхает, вот видите, то есть вот. И уже вот мы все равно возили, у нас рисунок никуда не поехал, потому что клей для фольги, он не разъедает стемпинг рисунок. И вот у нас получилась такая типа подложка. Вы посмотрите, потом этой подложки просто не будет. Пока у нас подсыхает, нам, ну, вот видите, вы сейчас, ну вот, наверное, такой вот белесый, да, как показать, вот так, да, немножко белесый. Клей для фольги, он подсохнет и станет абсолютно прозрачным. Ну, а к тому времени я, да, будут тут сегодня такие фишки. Вот. Конечно, лучше смотреть в прямом эфире. Почему? Потому что вы можете задать вопрос. Мало того, ну как, то, как сохраняются прямые эфиры, я не очень довольна. Там что-то обрезается, что-то вырезается, там как-то, я не знаю, YouTube это сам, в общем, делает. Ну, может быть, это как-то связано еще со связью, не знаю. Вот такие вот подложки мы с вами сделали. Вот, и пускай у нас теперь они подсыхают. Вот, никуда не убираю, вот они штампы, больше я с ними, в принципе, ничего делать не собираюсь. Подложка готова, теперь мы можем раскрашивать гель-лаками эти рисунки. Так, сейчас кисточку очищу, одну секундочку. Вот этот штампик у нас уже подсох, в принципе, ими можно раскрашивать. Давайте начнем раскрашивать. Основное преимущество раскрашивания реверсивного стемпинга гель лаками — это то, что гель-лаки быстро не сохнут. И расход при этом абсолютно минимальный. Те, кто делал реверсивный стемпинг обычными лаками для стемпинга, я думаю, меня сейчас очень хорошо понимают. То, что здесь, пока мы не заполимеризуем материал, он так и будет. Ну, то есть он не застынет, не засохнет. Следующее преимущество раскрашивания именно гель-лаками. Вот вы раскрашиваете, например, вот смотрите, я вожу кисточкой туда-сюда 150 раз. Вы знаете, что с обычными лаками для стемпинга это делать чревато, потому что рисунок смажется. Здесь у нас, вы понимаете, что есть подложка. Вот, видите, этот лак вот зеленый, он вообще практически полупрозрачный. Вот.
Ну, добавим сейчас немножко желтого. Листья же у нас они именно вот такие вот. Ну и соответственно, а, так как так, расход минимальный, я сказала. Вот, возюкаем кисточкой и с рисунком ничего не будет. Ну, во-первых, у нас то, что раскрашивать мы можем вот до тех пор, пока нам не понравится. Мы прям на штампе можем смешивать цвета. Прям на штампе можете смешать цвета, получить там второй, третий цвет. Соответственно, лаки для стемпинга, например, вот у вас небольшая палитра лаков для стемпинга, и для того, чтобы вам получить какой-то цвет, ну, вам надо успеть еще замешать его, и еще так, чтобы он еще и не высох, да, и потом еще этим цветом раскрасить. С гель-лаками вы прекрасно знаете, что гель-лаки отлично между собой смешиваются, и, пожалуйста, вы получите 150 цветов, имея там 4-5 основных цветов, то есть из гель-лаков вы можете получить любые цвета, в принципе, там, с эффектами, без эффектов, вообще без разницы, то есть в гель-лак вы можете замешать что угодно. Соответственно, у вас заметно увеличивается палитра. Прям вот заметно увеличивается. С лаками для стемпинга, с обычными лаками для стемпинга, ну, как бы вот такие вот замесы делать абсолютно, ну, неудобно. Вот мы раскрасили. Что дальше? Вот раскрасили. По поводу еще остальных фишек я тоже расскажу. Раскрасили. По поводу еще остальных фишек я тоже расскажу. Нам не нужно ждать, не нужно ничего, ну, то есть мы ничего не ждем, мы раскрасили. Я просто вот перед вами показываю, перед камерой, просто жду, чтобы вы видели то, что рисунок не скатывается. Ну, то есть стемпинг, вот покажу вам также с обратной стороны пока, да, вот видите, у нас ничего не смазалось, никакая там полосочка, никакая там прожилочка, ничего не смазалось. А вот показываю я вам именно, задерживаю вот сейчас, да, этот момент до полимеризации, только чисто для того, чтобы показать вам, вот, пожалуйста, сколько прошло времени, а рисунок на штампе, на прозрачном силиконовом штампе не скатался. И вот скажите мне после этого, ну, почему нельзя делать реверсивный стемпинг гель-лаками? Вот просто ответьте мне, вы находите аргументы, по которым вы могли бы сказать, что нельзя делать реверсивный стемпинг гель-лаками? Так, ну это прямой эфир, ладно, девочки, вот что мы делаем дальше? Дальше мы отправляем в лампу этот рисунок, и тут заметьте, вот следующий момент, это очень важный момент. Мы отправляем в лампу буквально на 4 секунды. Это очень важно. Вот. Поэтому я рукой придерживаю. Отправили, заполимеризовали. Конечно, рисунок сейчас заполимеризовался не полностью. Заполимеризовалась его, ну, можно сказать, такая верхняя часть. Это же не страшно, правильно? Мы же будем переносить его на типс. Мало того, на самом штампе есть липкий слой из клея для фольги. Поэтому на поверхности типса нам липкий слой дополнительно создавать не нужно. У нас рисунок отлично перенесется. И теперь мы переносим рисунок на типс. Сильно в этот момент давить не надо, и вообще не обязательно, и не нужно. Перенесли рисунок на типс. Посмотрите, вот он где-нибудь торчит, он где-нибудь топорщится. Может быть, он, ну, я не знаю, может быть, он как-то неправильно где-то лежит, или вот что-то с ним как-то, может быть, не так. Нет, все нормально, правильно? Ну, я не знаю, насколько вам видно, но по мне вот то, что я вижу на телефоне, вроде все в порядке. И отправляем дальше уже на окончательную полимеризацию. Я напомню, к самому типсу, к самой поверхности рисунок мы приложили уже, в принципе, с полимеризованной стороны. Теперь нам нужно, соответственно, дополимеризовать полностью материал. Отправляем на просушку. Дальше. Еще такой момент. Я беру следующий типс, потому что мне его также надо раскрасить, и вы просто тоже... Я буду раскрашивать и по возможности болтать. Да? Еще одно преимущество, на мой взгляд, очень ощутимое, это то, что
Раскрашивать гель-лаками рисунок мы можем именно в технике плавного перехода с одного цвета в другой. Вы видели, да, как я а, растушевывала материал, гель-лаки, цвета, прямо на штампе. То есть добиться именно плавного перехода обычными, повторюсь, быстро сохнут. Здесь этого момента нет, как мы с вами понимаем. Соответственно, мы можем хоть вот так. Мы можем раскрасить рисунок, сделать плавный переход именно с одного цвета другой. Это очень, на мой взгляд, большое преимущество именно раскрашивания реверсивного стемпинга гель-лаками, обычными гель-лаками, не знаю, любой компании, любой фирмы. Еще такой момент, тоже немаловажный. Посмотрите, какой слой гель-лака. То есть я возюкаю кисточкой, так как у гель-лаков все-таки плохая пигментация, ну, по сравнению, не то что плохая, она просто слабоватая настолько, насколько она должна быть. Да, она, конечно же, не так, гель-лаки не настолько пигментированные, как лаки для стемпинга. Поэтому даже вот в какой-то мере, вот видите, на просвет виден, вот эти вот прожилки, они видны. Вот если бы я этот рисунок раскрашивала бы сейчас лаками для стемпинга, то этих прожилок видно не было бы. И вот смотрите, каким слоем я раскрашиваю. Это тоже немаловажно, поверьте мне. Так, раскрасила. Почему это важно? Потому что гель-лак это все-таки хрупкий материал. В каком плане в хрупкий? В толстый слой вы его просто не согнете, и он не ляжет хорошо на, скажем так, на какую-то арку. Согласитесь, ногти у нас не прямой лист бумаги. Да, там есть апекс и все такое прочее, все вытекающие последствия там. Поэтому, чтобы рисунок лег вот именно гладко, идеально, толстый слой нам не нужен. Абсолютно не нужен. Мало того, так, вот тот типс у нас просох. Мало того, почему мы полимеризуем всего там 4-5 секунд? Конечно, тут еще зависит от лампы. Давайте я его тоже заполимеризую, что я сижу там. Так, 2, 3, 4. Почему? Вот если, например, я сейчас этот рисунок, давайте заполимеризуем его полностью, и я вам покажу разницу. 30 секунд. Чтобы все наглядно было. Да? А мы пока с вами переходим к следующему листочку. Так, и тут еще будут фишки. Сейчас. То есть, если мы его полностью заполимеризуем, так как гель-лак у нас хрупкий материал, вот он вот так вот идеально на такую поверхность не ляжет. То есть на ноготок он идеально не ляжет. Понимаете, в чем проблема? Именно поэтому в реверсивном стемпинге гель-лаками самое главное не пересушить рисунок до того момента, пока вы его не нанесли на ноготок. Дальше уже, пожалуйста, полностью просушивайте. Мало того, еще такой момент, как говорится, здесь нельзя делать промежуточные просушки. Если вы начнете, ну вот там чуть-чуть там раскрасили, чуть-чуть подсушили в лампе, чуть-чуть раскрасили, чуть-чуть подсушили. В итоге у вас рисунок все равно, ну то есть какая-то часть рисунка будет больше заполимеризована, какая-то часть рисунка меньше заполимеризована. И где-то в каких-то местах гель-лак не ляжет идеально. Напомню, что у нас липкая поверхность есть. Этот рисунок мы полимеризовали в течение 30 секунд, я полимеризовала в лампе. Давайте перенесем его на ноготок. Вот он тоже, в принципе, идеально отпечатался. Но давайте я вам покажу, что, да, там тоненько, но вот какие-то моменты, да, они могут торчать.
Ну вот здесь, видите, а, даже в прямом эфире вот, ну вот все замечательно получается, вот куда еще лучше, да? И вот скажите, вот как можно, конечно, здесь нужно учесть, мы возьмем с вами рисунок побольше, здесь нужно учесть, что здесь еще рисунок, скажем, не на весь ноготок. Вот если бы этот рисунок был бы на весь ноготок, возможно, вы бы вот ну вот сейчас можно было бы увидеть какую-то ошибку. Но просто рисунок еще, наверное, маловатый, поэтому вот никакой ошибки, собственно, тут не получилось. Ну, тоже, пожалуйста, опыт, да, то есть если вот такой небольшой рисунок, то, в принципе, можно его и полностью просушить. И вот опять-таки ответьте мне на вопрос, почему нельзя делать реверсивный стемпинг гель-лаками? Почему? Мы раскрасим с вами еще один листок, и я покажу вам, для чего мы его раскрасим. Я же третий листочек совсем для другого. Ну, окей, давайте раскрасим еще один листочек. Еще, значит, такой момент. Когда мы раскрашиваем реверсивный стемпинг обычными лаками, я думаю, что все, ну, кто хоть раз это делал, знают, что вот кисточкой особо возюкать нельзя, потому что рисунок может смазаться. Здесь такой проблемы нет. Поэтому не бойтесь, не бойтесь прям вот гель-лак распределять по рисунку, не бойтесь. Вы видите, что он не скатывается, все с ним нормально, все замечательно. Не нужно бояться растянуть гель-лак по рисунку. Абсолютно не бойтесь. Ничего страшного не произойдет. Вот когда мы раскрашиваем обычными лаками для стемпинга, ну вот во всяком случае, как я это делаю, вот я прям беру вот такую вот каплю, прям выкладываю ее, и вот буквально пару движений. Вот так вот я раскрашиваю обычными лаками для стемпинга. Думаю, многие точно так же делают. В данном случае так много материала нам не нужно. Поэтому мы это делаем, мы это дело растягиваем. Конечно, если бы у гель-лаков была бы больше, например, пигментация, это было бы лучше. Но что есть, то есть, как говорится. Ну, вот такой вот у меня получился листочек. Ну, это же природа, да, в природе нет ничего совершенного. И здесь точно так же ничего совершенного. Под камеру мне, конечно, неудобно раскрашивать, особенно где-то доводить там гель-лак вот прям вот до идеально раскрашивать. Под камеру это неудобно, но тем не менее, я как могу. Тут самое главное принцип показать. То есть не толстым слоем, вот раскрасили и опять отправляем в лампу на 5 секунд. Но я теперь возьму темную подложку. Вот вы видели. Или вам как-то ее не хватает. Ой, блин, пересушила, забылась. Ну ладно. Или вот как-то не хватает этой пигментации. А вот теперь давайте... Я тут еще и об лампу втемяшилась. Ладно, давайте на черном фоне отпечатаем рисунок. Ну, не на черном, на темном фоне вот отпечатаем рисунок. И вот вы видите, здесь уже действительно пигментации не хватает. Так что же делать в этой ситуации? Как же быть? Ведь на самом деле, вот если я даже бы нанесла сейчас этот рисунок на красный типс, была бы тоже такая же ситуация. То есть пигментации гель-лаком, обычным гель-лаком, действительно не хватает. Но мы сейчас... Так, где у меня эта пластина? Я вам покажу, как из этой ситуации выйти. А выйти из нее на самом деле очень легко и недолго. Ну, просто мне нужно будет отпечатать еще один листочек, еще один раскрасить. Но тот же мы с вами заполимеризовали. Я как бы готовила именно 3 листочка. Но потом решила показать вам не то, что изначально хотела. Отпечатаю еще один листочек для чистоты эксперимента, чтобы это был именно листок. Отпечатали.
Убрали лишнее. Раскрашиваю. Ой, раскрашиваю. Делаем подложку при помощи клея для фольги. Тонким слоем. Вот тут вот много даже материала. Сейчас кисть сильно не отжала. Тонким слоем. Кисточка здесь дубовая, и клей для фольги стемпинг не смазывает, но сама кисточка, знаете, из-за того, что она очень жесткая, очень грубая, она может просто-напросто либо повредить штампик, либо ну, покорябать рисунок. То есть не вот так вот, а вот именно лежа кисть. Ну вот, видите, задела. Так, давайте мы все-таки еще раз сделаем. Ну вот, когда вот так вот крутишь, вертишь, такое тоже бывает. Ничего страшного. Надо было, наверное, немножко все-таки дать лаку немного высохнуть. Да, скажем так. Вот, отпечатали. Уже начинают торопиться. Убрали лишнее. Можно на самом деле вот иногда даже вот берете салфетку. Вот лишнее сняли вот так вот, а салфетку. Вот лишнее сняли вот так вот, а салфетку. Нет, вот все равно корябает вот она, вот не могу я. Что ж такое? Нет, не пойдет так. Я сейчас, наверное, очищу все-таки кисть. Ну, бывает такое, бывает, девочки. Это не то, чтобы клей для фольги, он не разъедает лак для стемпинга. Это вот именно кисть, она такая вот, знаете, вот прям жесткая кисть, она просто корябает. Просто корябает этот листочек, бедный. А он такой тонюсенький. Так, обычно я даже не жду. Ну вот правда, даже не жду. Потому что сам стемпинг рисунок, как мы знаем, он сам по себе очень тоненький. Так, вот так вот. Сделали подложку. Пускай она подсыхает, я пока почитаю ваши вопросики, если они есть. Девочки, да, постараюсь тоже с вами. Так, Швейцария, добрый день, здравствуйте. Привет из Греции, читала. Здравствуйте, Ксения. Елена, Мюнхен. Какие у тебя ногти шикарные. Спасибо большое, Леночка. Наталья Бахмутова. Вика, я из Харькова. Очень рада вам, Украина. Украине большой-большой привет. Огромнейший привет Украине. Папа двух дочек, привет-привет. Ксюша, я с тобой поздоровалась, тебя даже представила. Спасибо за внимание. Тебе тоже спасибо, что поддерживаешь меня в прямом эфире. Дора, очень рада видеть вас. Привет. Всем добрый вечер. Присоединяюсь. Главное, чтобы ужин не подгорел. Девчонки, да, можете в прямом эфире потом, прямой эфир потом посмотреть. Ужин самое главное. Наташа Бахмутова. А я теперь знаю, чем буду заниматься на выходные. Замечательно. Людмила Кузьмина. Здравствуйте, всем здоровья. И вам, Людмила, также не болейте. Надеюсь, эфир сохраните. Я, конечно, постараюсь сохранить. Ну, вернее, YouTube постарается сохранить. Елена Астахова. А лак для фольги любой?
Это не то чтобы, это не лак для фольги, это клей для фольги. Да, любой. И чем жиже он, тем лучше. А, Сейчас у меня просто... нет, вот есть под рукой. Вот у меня есть вот такой, он также подходит, но он по консистенции, он немножко гуще и, ну, как, просто он немножко дольше сохнет. Вот, только в этом разница. Чем жиже, тем он быстрее просто сохнет. Ну и расход, как вы видели, вообще минимальный. Так, ну все, Елена Мюнхен. Так, буду знать, чем заняться. Надежда Цигелер. Простите, пожалуйста, если неправильно прочитала. Класс, спасибо большое. А гель красок это тоже касается? Гель красок это тоже касается. Гель краски, они более густые, ну то есть они по консистенции гуще, и ими проще раскрашивать на прозрачном штампе. Девочки, задавайте вопросы, я буду рада ответить. У меня на канале есть видео реверсивный стемпинг, гель красками для стемпинга. То есть можно раскрашивать, конечно, но там немножко другая техника, потому что гель-краски, они более пластичными. Они не скатываются, потому что они гуще. Вот, супер, спасибо, девочки, спасибо. Так, Дарья Колпакова, привет, здравствуйте, Дарья. Оксана, здравствуйте, Оксана. Не беда, главное, принцип понятен. Спасибо большое. Ирина Шнипер, добрый день, здравствуйте, Ирочка, рада вас видеть. Виктория, скажите, пожалуйста, гель красками тот же принцип раскрашивания, как и гель-лаками? Спасибо. Гель-краски, ну, если они густые гель-краски, например, вот для стемпинга, особенно гель-краски, они не скатываются на штампе. Но там тоже такой момент, вот знаете, нужно тестировать гель-краски свои, потому что нужно э, полностью вот прям совсем заполимеризовать, вот чтобы дубовый, да, не получился вот у вас рисунок в итоге. Нужно вот этот вот процесс полимеризации контролировать. Дарья пишет, что она из Ижевска. Спасибо, Дарья, что написали, откуда вы. Кейтлин Нейл, здравствуйте, Кейтлин. Кейтлин, Катя тоже имеет свой канал на ютубе, тоже блогер, я тебя очень рада видеть. Ходите, смотрите, она знает секрет, где там Алиэкспресс спрятал игру. Недавно тоже смотрела. Оксана 77. Вика, покажите как-нибудь уменьшение рисунка, а то на не все получается. Может, есть секретики? Оксаночка, да, конечно, там есть свои нюансы. У меня есть прямой эфир, он так и называется: уменьшение, увеличение рисунка. И там мы прям в прямом эфире уменьшаем и уменьшаем и увеличиваем рисунки. Спасибо, посмотрю. Кентлит, я уже себе заказала клей. Отлично. Ирина Шнипер пишет, у меня от Бонприти. Итак, девочки, вернемся. Вопросиков у вас пока что нет. Я возвращаюсь. И, значит, напомню, на темном фоне такие рисунки, они смотрятся из-за того, что гель-лаки не пигментированы, они смотрятся не очень, скажем так, хорошо. Сейчас такой момент, вот еще, пока я раскрашиваю, расскажу еще такую вещь. Понимаете, почему именно гель-лаками? Ну, во-первых, палитра гель-лаков у вас, я так думаю, что не маленькая. Ну, во всяком случае, у многих она доминирует. Палитру гель-красок, пигментированных гель-красок, ну, например, для стемпинга или просто гель-красок, ну, конечно, да, гель-краски тоже между собой отлично смешиваются, поэтому это все, конечно, возможно и хорошо, но тем не менее. Заметьте такой момент. Вот, к примеру, к вам пришел клиент, и вы ему на 4 ноготка накрасили какой-нибудь гель-лак светоотражающий. Ну, как пример, давайте, да, светоотражайки, они же сейчас модны. Вот как пример вы такие раз и накрасили на 4 ноготка. И тут она вам говорит, слушай, а на пятом ноготке, ну не знаю, там неважно на каком, вы вам нужно этот цвет как-то внести. Ну согласитесь, то есть его нужно, что-то нужно его в дизайне как-то применить. Что вы делаете? Вы берете и раскрашиваете, ну пускай там неважно, сейчас осень просто, поэтому я взяла листочки.
Вот, вы берете листочек, раскрашиваете его светоотражающими гель-лаками, и вот вам, пожалуйста, а, добавили цвета на ноготок. Ну, согласитесь, ну почему? Ну, очень же хорошо, правильно? Поэтому и у меня просто очень часто именно такая проблема и возникала. Гель-лаков много, клиент пришел, вот на ноготок мы нанесли, а вот лака для стемпинга, например, такого цвета у меня нет. Или гель-краски такого цвета нет. Но вот есть обычный гель-лак. То есть мы его уже нанесли там на какие-то ноготки. И, соответственно, вот им и раскрашиваем. Именно в этом плане также эта техника очень актуальна. Итак, я полимеризую в лампе. 2, 3, 4. Вот. И теперь что мы делаем? Верхний слой, вы знаете, у нас заполимеризовался. Я напомню, на темном фоне гель-лаки из-за того, что они слабо пигментированы, они на темном фоне плохо смотрятся. Давайте, что нужно сделать для того, чтобы они хорошо смотрелись? Нам нужен обычный белый лак. Вот вообще абсолютно обычный белый лак. Хорошо как-то что-то там закрасить. Вы поймите, что вы же понимаете, на камеру это не особо, в принципе, удобно делается, но в данном случае не то чтобы потому что на камеру неудобно, а просто это не особо нужно. Раскрасили, сделали такой белый фон, скажем так, и теперь уже этот рисунок, он будет на темном фоне смотреться, как говорится, лучше. Ну, я думаю, вам понятно. Это обычный лак. Тут абсолютно ничего. Единственное, нужно только подождать, пока он немного подсохнет. Все. Если... Так, задела немножко. Так. Сейчас он подсохнет, и мы с вами продолжим. Например, есть такие гель-лаки с эффектом кошачий глаз. Тоже хочу показать. Вот, я пока что немножко отставлю вот этот штампик. Хочу показать. Есть такие гель-лаки, как с эффектом кошачий глаз. Ни для кого не секрет. Зачем вот я достала вот эту пластину, хотела ее в прямом эфире как-то задействовать. Так, ну уже не помню для чего. Ну давайте. Я вам обещала взять какой-нибудь большой рисунок, да? Чтобы вы тоже посмотрели, что даже большой рисунок, он в принципе очень хорошо, замечательно, можно сказать, отпечатается на типсе. Так, как же мне, ну вот на этом рисунке кошка не будет хорошо видна, но я думаю, вам принцип будет понятен. Или мы какой-нибудь отсюда возьмем рисунок, но тут все рисунки, они такие мелковатые. И не большие, не широкие, а я, в общем, и не подготовила особо пластин, тут вообще ничего такого нет. Сейчас, одну секунду. Так, на чем же кошка-то будет хорошо видна? Ну, давайте вот этот шарик воздушный все-таки. Да, давайте его возьмем. Так, отпечатываем воздушный шар. Вот, отпечатали его. Идеально отпечатался. Убираем лишнее. Так, и делаем подложку. Сейчас я просто беру рисунок побольше. И заодно на этом рисунке я покажу вам, что даже большие рисунки практически на весь ноготок, ну, типсы они немножко больше, чем ноготок, но тем не менее, даже вот такие большие рисунки, они замечательно отпечатываются. И при этом, ну, нет какого-то, знаете, толстого слоя какого-то, да.
Ничего такого нет. Мгм. Кошки, мы с вами знаем, что кошки, ну, гель-лаки с эффектом кошачий глаз, они, очень многие кошки хорошо смотрятся именно на черной подложке. Вот вы видите, да, сколько бы я ни возюкала кисточкой, ну, то есть если сама кисточка, вот из-за того, что она грубая, то есть надо вот прям вот легким-легким движением вот таким вот. То есть если сама кисточка не зацепит, вот из-за того, что она грубая такая вот, она прям, ну, какая-то дубовая, она вот, видите, еще даже склеенная из-за того, что это клей же для фольги, вот она еще склеенная, и вот эти вот ворсинки между собой пластиковые склеились, в общем, она просто очень грубая. Можно, конечно, для этого какую-нибудь кисть приспособить, но я уж не стала. Сейчас подождем. Я возьму вот такую вот кошку, тоже от Bon Pretty. Сейчас я ее открою, только не знаю. Все мы знаем, что многие кошки именно хорошо смотрятся именно на черной подложке. Так вот, вот, например, вот она кошка. Вот вы видите, она в принципе на такой вот полупрозрачной основе, на горлышке это видно, и на кисточке, в принципе, вот вы видите, кисточка, она такая полупрозрачная. Сама кошка зеленая, но основа полупрозрачная. Я думаю, что все уже догадались, как вот с этим листочком. Сейчас мы с вами раскрасим все это дело кошкой. Вот, вот даже сейчас вот на палитре, думаю, видно. И раскрашиваем. Конечно, кошку, наверное, все-таки хочется выложить, да, в такой толстый слой. Витражные лаки, гель-лаки я имею в виду, да, также можно использовать. Они пожиже бывают. Не, ну бывает, конечно, и погуще, но бывают прям совсем жидкие. И их тоже можно использовать в этой технике. То есть сделали, например, там что-нибудь там витражами, какую-нибудь растяжку, и вот забубенили такой вот дизайн. Вот, раскрашиваем. Ну, тут совсем прям все просвечивает. Я все понятно, да, лак полупрозрачный. Так, ну девочки, я, конечно, стараюсь аккуратно раскрашивать. Не знаю, насколько у меня это хорошо получается. Где-то вот я в какие-то там моменты, я, конечно, не дохожу, боюсь там выйти. Это, конечно, не беда, что бояться-то, но тем не менее. Надо выключить перфекциониста. Вот, мы раскрасили гель-лаком с эффектом кошачий глаз. Ну, так, чтобы он прям круглый был. Вот. Дальше что нам нужно? Нам нужно собрать блик. Я это сделаю вот таким прям способом. Ну вот прям совсем вот так вот. Его, конечно, можно по-другому собрать. Ну вот вы видите, блик собран. И в лампу на 4-5 секунд. Лампа у меня 48 ватт. Вот, можно, конечно, ну, то есть, если у вас лампа помощнее, то, соответственно, поменьше выдержка. Если лампа менее мощная, то, соответственно, нужно подержать подольше. Ну и так как у нас кошка держит, хорошо видна именно на черном, у меня фон-то сейчас и, хотя там видно. Вот таким образом делаем подложку. И теперь наш гель-лак будет, ну, с эффектом кошачий глаз.
Вот мы сейчас подождем, пока он подсохнет. И вернемся с вами пока к листочку. Вот он наш листочек. Возьмем красный типс. Помните, да, вот мы белым. Тут липкий слой у нас тут уже есть, поэтому нам на типсе никакого липкого слоя не нужно. Отпечатываем. Вы помните, сколько прошло времени. То есть у нас тут тоже никакой подложки нет. И вот, пожалуйста, ну, вот уже вот такой вот. То есть на красном фоне это тоже было бы, ну, совсем никак. Вот, ну, на мой взгляд, вполне себе отличная пигментация. Отправляем в лампу на полную полимеризацию. Если вы помните, то мы листочек полностью не полимеризовали. Отправляем в лампу уже на, ну, пускай там 60 секунд помается. Здесь нам нужно все-таки подождать, пока вот этот вот черный лак, обычный, это был обычный лак, то есть подложку я делала из обычного лака. И в том случае, в случае с лепесточком и в случае с вот этим шариком, просто черным цветом. Вот таким образом мы используем лаки с эффектами. То есть есть, конечно, такие кошки, которые и на любом цвете хорошо смотрятся. Тогда этой подложки просто вам не нужно будет. А есть такие, которые плохо смотрятся. Вот так вот. Вот он блик. Ну, это вот я вам показываю сейчас лицевую сторону, да, вот там он блик. Когда мы перенесем его, конечно, будет лучше видно. Вот такие вот дела. То есть, соответственно, я считаю, что реверсивный стемпинг можно и даже в каких-то случаях нужно делать именно гель-лаками. Преимущество то, что расход минимальный. Вот как вы сами видите, лаками для стемпинга у меня было бы просто, ну, намного больше был бы расход. А так, вот, расход минимальный. Палитру вы можете намешать какую угодно. То есть что угодно можете намешать, какой угодно цвет. Ну, конечно, минус это то, что гель-лаки не особо пигментированы. Но я вам показала, что можно, пожалуйста, делать вот такие вот подложки, белые, либо черные, вот, например, вот как в данном случае подложка. И все будет замечательно. Как вариант, то есть это вполне себе очень даже, ну, как по мне, хорошая техника. Так, еще, девочки, еще хотела бы такой момент затронуть. Я вам покажу сейчас на своих ногтях, просто я делала эти ногти, закрепление такого дизайна. Вот, я, конечно, на ютубе это все покажу, закрепление такого дизайна. На этой руке я делала реверсивный стемпинг гель-лаками, обычными гель-лаками. На этой руке листочки раскрашены в технике также реверсивный стемпинг, но только лаками для стемпинга. И вот, пожалуйста, вот разница. То есть здесь листочки раскрашены гель-лаками. Здесь листочки раскрашены обычными лаками для стемпинга. Ну и что, девочки, вот прям большая разница такая на руках. Ну вот я не скажу. Причем гель-лаки, ну вот напомню, мы раскрашиваем в очень тонкий слой. А лаки для стемпинга мы все-таки прям выкладываем таким толстым слоем. Да, конечно, если вот прям вот совсем приглядываться, разница ощутимая. Но поверьте, если бы у меня, например, вот здесь был бы белый фон и здесь был бы белый фон, ну, вот как-то вот прям сильно вот что-то прям такое вот, ну, не бросалось бы в глаза, поверьте мне. Итак, дальше что мы делаем? А дальше мы отпечатываем с вами, ну, я, наверное, возьму вот такой вот типс. Там, я уж не знаю, просохло, не просохло. Просто вот смотрите, рисунок я сейчас отпечатаю вот этой арки, чтобы вы понимали, насколько рисунок облегает. Типс. Вот посмотрите, с этой стороны, то есть вот
вы видите вот какую-то, может быть, толщину, либо вот что-то вот такое. Ну, понятно, толщина-то есть, там еще обычный лак, гель-лак, какая-то толщина есть. Но вы видите, вот чтобы что-то топорщилось или что-то как-то, не знаю, там вот вы видите, да, вот что там получилось, вот как оно играет. Вот шарик. Можно было бы сделать, конечно, такой рассеянный блик, но я просто не стала заморачиваться, вернее. Вы, девочки, ну, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Вот видите, там вот эти вот прожилки, они видны, а на заднем фоне там вот гель-лак. Хорошо видно? И сейчас отправляем это дело, ну, на полную полимеризацию. Также отправляю на 60 секунд. Ну и давайте по поводу закрепления. Тут у нас просто новые девочки в прямом эфире есть. Думаю, для них это будет тоже очень полезная информация. Как мы закрепляем такой дизайн? Ну, во-первых, как я уже говорила неоднократно, а, стемпинг дизайн, слайдер дизайны, дизайны с фольгой, то есть везде, где присутствует какая-то никакая, но органическая органика там, где присутствует, то лучше все-таки перекрывать сначала слоем базы, гель-базы, а затем уже а, любимым там или нужным вам топом. При этом в чем преимущество? Только у базы хорошая сцепка с обычными, да, такими не гелевыми материалами. Именно поэтому базу мы наносим на родные ноготки. К тому же база нам обеспечит и ну, дальнейшую сцепку другого материала. То есть, что мы делаем? Вот я не трогала вот эти вот листочки, пожалуйста, можно взять абсолютно любой из них, но я думаю, вот видно, что они все тоненькие, и они все прям вот плотно лежат на типсе. Давайте перекроем слоем базы. А, Прям вот чтобы какой-то выравнивающий слой. Девочки, кстати, новенькие, полезна эта информация. Вот. а, Сколько бы я ни возюкала, понятное дело, сейчас у меня стемпинг рисунок не смажется. Вы скажете, конечно, мы же раскрашивали гель-лаками. Да, но вы не забывайте, что контурный рисунок-то у нас все-таки с обычного лака, правильно? Поэтому я бы все-таки на данном, ну, в данном случае все-таки бы не рисковала. Вот я перекрываю базой. Я вот сейчас возюкаю вот так вот, я показываю, что, видите, стемпинг рисунок не смазывается. Вот, пожалуйста, вот сколько вот возюкать. Мы перекрыли базой, отправляю в лампу. Так, достаточно на 30 секунд. Вот, пожалуйста, вот тоже. Вот нету никакого... Давайте его тоже перекроем. Он сейчас еще больше там должен заиграть. Ну, тут такой был типс. Я вам еще хотела такой момент показать. То есть вот перекрываем базой. Да, можно сделать выравнивающий слой, если, например, будет наложение рисунков. Вот у меня, например, на ногтях там наложение рисунков есть, поэтому там, конечно, выравнивающий слой базы был. Так, ну вот здесь вот просто сам типс немножко это неровный. Вот, пожалуйста, сделали. Я вот так вот переверну, чтобы типа выравнивания. Вот так вот. Перекрыли базой. База у нас, ну как, она ничего не скатывается. Ну вот не знаю, сколько бы баз я не пробовала, ничего нигде не скатывается, как топы. Топы, они все-таки могут скатываться. Базы, они так не скатываются. И теперь можно перекрывать любым вашим любимым топом. Не знаю, каким я перекрою топом. Давайте матовым топом. Ну, то есть сейчас вы можете уже, так как вы перекрыли, можно использовать любой топ. Сейчас я вам покажу, девочки, вот сейчас, наверное, многие будут думать, ой, да, не знаю, ну, не знаю, как, типа, это будет держаться. Замечательно это будет держаться. Скоро вот на моем канале выйдет видео, где я покажу, как я сделала вот дизайн, который у меня на ногтях. И мы с вами вместе посмотрим, как этот дизайн продержался. Ну вот давайте для примера. Это типс, который мы не покрывали. Ну, то есть мы его ни базой, ни топом не покрывали. Помните, еще один типс, который мы делали. Я вот только не помню, просушивали или который не полностью мы просушивали.
Ну, мы их все вроде бы, давайте вот красный типс возьмем, мы их все вроде бы полностью заполимеризовали. И попробуем, вот, пожалуйста, у вас, видите, у вас стирается именно контур, вот то, что я говорила, да, именно то, что мы отпечатывали обычным лаком, а вот сам листочек у вас, он, в принципе, и остается. Это тоже как можно, да, использовать как идею такую в стемпинге. То есть это все держится намертво, намертво, то есть никуда это не денется. А если вот эти вот стемпинг-рисунки, стемпинг-рисунок, ну, то есть он, в принципе, по большому счету контурный, поэтому, ну, что там, его перекрыли базой, перекрыли топом. Ну, почему, девочки, почему он не будет держаться? Ну, вот, товарищи, вот, пожалуйста. Это реверсивный стемпинг, именно гель лаками. Я надеюсь, что, ну, не знаю, максимально понятно показала, объяснила. И а, просто не так давно я опять-таки была на очередном каком-то вот там вебинаре про стемпинг, и там также показывали про реверсивный стемпинг. Очень многие ораторы рассказывают о реверсивном стемпинге. И там также в чате задали вопрос, а можно ли раскрашивать реверсивные стемпинги лаками? И, к моему сожалению, опять-таки преподаватель сказал, что нет, нельзя. Мне, конечно, хотелось сказать, да не, можно, вот, давайте, заходите ко мне на канал, посмотрите, что на самом деле можно раскрашивать стемпинг гель-лаками. Но я, конечно же, ничего такого делать не стала. Так, девочки, отвечу на ваши вопросы. Так, Ксения Наумова. Здравствуйте, Ксения. Это вы скотчем убрали белый лак? Белый лак. Скотчем я убрала белый лак. Наверное. Возможно, ну, то есть вот скотч. Маленький скотч, большой скотч. Дора-Дора. Виктория, подскажите, пожалуйста, может, вы знаете, что делать? Лак Кац не снимает вот такой вот обычный разбавитель для обычных лаков. Просто они бывают в разных флаконах. Мне просто удобен именно этот формат выпуска, потому что тут тоненькое, тоненькое горлышко. Также есть отличное средство от Dance Legend. Это разбавитель лаков для стемпинга, но с этим средством нельзя перебарщивать, потому что иначе у вас лак для стемпинга вообще не высохнет никогда. Ни на штампе, ни на ногтях никогда не высохнет. Прежде чем использовать это средство, я все-таки советую посмотреть видеообзор на моем канале. Очень замечательное средство, я повторюсь, это очень хорошее средство, но просто с ним нельзя переборщить, вот и все. А так и на канале есть видео именно про вот это средство, посмотрите. Я считаю, что в арсенале должно быть такое средство для тех, кто любит стемпинг. В любом случае, если что-то происходит с лаком для стемпинга, с обычным лаком для стемпинга, его всегда можно разбавить. Тогда и тонкие линии, и мелкие, и мелкую гравировку. Тогда у вас будут работать все пластины. Как только вы поймете, что неважно, какой лак для стемпинга вы используете, неважно, какой фирмы у вас пластина для стемпинга, главное, просто вы должны понимать, вот такая консистенция мне нужна для того, чтобы отпечатать этот рисунок. Но, например, вот на этой пластине гравировка очень плохая, и она вот прям совсем чуть ли не поверхностная. Соответственно, густой лак для стемпинга, ну никак не поднимется рисунок у вас на штамп густым лаком для стемпинга. Что нам нужно сделать? Разбавить лак для стемпинга для того, чтобы отпечатать рисунок с пластины, у которой плохая гравировка. После того, как вы вот этот вот в голове у вас вот этот баланс, гравировка, после того, как вы вот этот вот в голове у вас вот этот баланс будет, у вас не будет больше плохих пластин, плохих лаков для стемпинга. Вы просто забудете вообще про это, и у вас все пластины будут хорошие, они все будут отпечатываться, и все лаки для стемпинга будут хорошими. То есть не будет с ними никаких проблем.
Дарья Колпакова. У меня клей от Винолисы, который сохнет в лампе. И как у вас? И как у вас? Гель-клей, который сохнет в лампе. В данной технике мы не используем такой клей для фольги. Он нам тут совсем не нужен, потому что, во-первых, он все-таки густой, и это будет толстый слой, толстый слой. Но по мне это совсем неудобно. Оксана 77, огромное спасибо за эфир, очень много полезного узнала. Просто супер. И вам спасибо, Оксана, что поддержали меня в прямом эфире. Кейтлин Нейлс, очень классно. Спасибо, Кать, спасибо. Дарья Колпакова, потрясно смотрится на обоих руках. Я тоже, Дарья, я с вами полностью согласна. Если вот прям совсем там не заморачиваться, ну вот нету, вот пока вы еще не приобрели большую палитру лаков для стемпинга, обычных лаков, но почему бы вот таким способом не пораскрашивать, да, и не понять вот эту вот технику реверсивного стемпинга. Дора-Дора, как новогодний шар на елку. Это, наверное, про вот этот воздушный шарик. Вот тоже такой вот эффект. Спасибо, Дора-Дора. Ногти очень красивые, супер, спасибо. Елена пишет, спасибо, дорогая, я теперь еще умнее в стемпинге, завтра видосик замучу. Спасибо, Леночка. Как я говорила, у Лены свой канал на ютубе. Наташа Бахмутова, Вика, спасибо. Спасибо, эфир очень полезный. И вам, Наталья, огромное спасибо. Кейтлин Нелл, спасибо большое. Наталья, Елена Мюнхен. Не, ну у маникюрчик бомба смотрится очень интересно. Спасибо. Так, здесь вот распаковочная. Здравствуйте, распаковочная. Анбоксинг, Алиэкспресс, Петербург. Отличная тема. Посмотрю позже. Работа. Девочки, спасибо вам огромное, что поддержали меня в прямом эфире. Я смотрю, вопросов нет. Я надеюсь, как бы их у вас просто не возникло, потому что я постаралась все показать. Но если вдруг у вас все-таки возникнут какие-то вопросы, пожалуйста, пишите, задавайте, я с удовольствием на них отвечу. Единственное, со своей стороны, мне бы очень хотелось бы верить в то, что реверсивный стемпинг все-таки, ну, как вы уже начнете воспринимать как реверсивный стемпинг, то, что можно все-таки его раскрашивать гель-лаками. Просто один раз попробуйте, и я думаю, вам понравится. Мне было очень приятно вас видеть в прямом эфире, девчонки. Я вас всех целую, обнимаю. Все, до скорых встреч. Всем пока-пока.